Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Все мы играем в Dyson Sphere Program и подобные игры из-за возможности строить фабрики. Большие фабрики, перерабатывающие килотонны исходных ресурсов во что-то более полезное, чем кусок руды или просто камня. DSP отличает от других игр возможность исследования целого галактического кластера с различными звездами и планетами, вращающимися по орбитам этих самых звезд. Количество звезд, точнее звездных объектов, в кластере варьируется от 32 до 64 и настраивается на стартовом экране по желанию игрока. Количество планет вокруг звезд случайно, однако их генерация, естественно, подчинена определенным законам. Вот об этих закономерностях, а также о разновидностях астрономических объектов с вами и поговорим. Начнем со стартовой системы. Конечно, варианты начальной системы могут быть разные, но всегда присутствуют следующие элементы. Одна звезда G-класса со светимостью около единицы и 4 планеты. Одна из 4 планет — это обязательно гигант, газовый или ледяной. Еще одна планета, которая обязательно присутствует в стартовой системе, это планета средиземноморского типа. Мы всегда начинаем на этой планете, и она всегда является спутником гиганта. А вот остальные условия меняются. У гиганта может быть 2 спутника, или даже все 3 малые планеты могут вращаться вокруг гиганта. Стартовую систему посмотрели, но что вообще значит эти Средиземноморье, звезда G-класса, гигант в контексте Dyson Sphere Program? Начнем разбор с малых планет. Сразу предупрежу, что размеры всех малых планет в игре на данный момент одинаковые, так что искать планету побольше смысла нет. Малые планеты делятся на 4 вида. Вид первый. Обитаемые планеты. Обитаемые планеты содержат воду в жидком виде, которая необходима для жизнедеятельности различных организмов, благодаря которым на обитаемых планетах находятся богатые залежи ресурсов органического происхождения – угля, нефти и, естественно, органических кристаллов. А еще можно порубить деревья и набрать листвы. К обитаемым планетам относятся Средиземноморье, океанические джунгли, болото Пандоры, прерия, краснокамень, океан Сакуры, саванна и водный мир. Средиземноморье присутствует во всем кластере в единственном экземпляре и, как говорилось ранее, всегда является стартовой планетой. На ней гарантированно присутствует нефть, много воды и базовых ресурсов – железа, медь, камень и уголь. Редкие ресурсы, кроме нефти и воды, отсутствуют. Рейты для солнечной и ветряной энергии в районе 100%. Вообще, рейты солнечной энергии зависят больше не от типа планеты, а от расстояния до Солнца, поэтому в дальнейшем упоминаться они не будут, но расположение стартовой планеты всегда таково, что выработка солнечной энергии панелями составляет около 100% от базового показателя. Базовая планета, на которой нет избытка ресурсов, нет особо и чего-то интересного, но для старта хватает всего. Как говорится, крепкий середнячок. Средний процент доступный для застройки территории около 60%. Если что, под этим процентом подразумевается территория, доступная для строительства без дополнительной обработки фундаментом. С фундаментом площадь застройки любой планеты можно довести до 100%. Океанические джунгли обильно покрыты водой, даже больше, чем в Средиземноморье, и располагают залежами органических ресурсов – нефтью, органическими кристаллами и сталагмитами. Масштабную стройку вести не очень удобно из-за количества воды, лучше ограничиться добычей или небольшими производствами. Болото Пандоры похоже на океанические джунгли, только высохшие. Тоже много органических ресурсов, нефть, оргкристаллы, сталагмиты, а также полезный для фиолетовых кубов фрактальный кремний. Прерии, краснокаменные планеты, океан Сакуры и саванны похожи на родное Средиземноморье. Опять же, все эти планеты имеют залежи названных выше органических ресурсов. Основные отличия этих планет в количестве жидкой воды на поверхности и внешнем виде. Но просто оцените, как прекрасен океан Сакуры. Не хочется трогать на этой планете ни единого растения. Остальные планеты тоже очень мило выглядят. Из обитаемых миров остался один очень интересный – водный мир. Он представляет собой один океан на всю планету с редкими и небольшими островками. Изначальная доступная для застройки площадь составляет менее 1%. При путешествии до этой планеты не забудьте взять много фундаментов и много почвы. В плане ресурсов планета тоже интересная. Из обычных ресурсов только уголь, причем в небольшом количестве.
Зато из редких ресурсов вы всегда в очень большом количестве найдете нефть и сталагмиты. Это самые богатые на нефть и сталагмиты тип планет. Но все эти ресурсы лежат на дне океаническом, поэтому предварительно для их добычи вам надо достать их с помощью фундаментов. Кстати, в игре есть достижение, связанное с водным миром. Для его получения необходимо покрыть поверхность водного мира не менее чем 80 тысячами единиц фундамента. Вид второй. Горячие планеты. Здесь разнообразие поменьше. На горячих планетах высокие температуры и вследствие этого особые океаны. Вращаются они всегда на ближайших к звезде орбитах. Горячих миров всего два – лавовый и вулканопепельный. И оба они очень полезны. На лавовых мирах океан, естественно, представлен лавой. И эта самая лава в одном из обновлений стала полезна тем, что только на ней могут быть установлены геотермальные станции, вырабатывающие количество энергии в зависимости от глубины океана в месте установки. В сочетании с высокими рейтами солнечной энергии, а они всегда высокие из-за близости к звезде, эта планета может стать отличным источником электричества для аккумуляторов, если вы используете их для снабжения каких-нибудь планет. Рейты для ветряков 70%. На вулканопепельных планетах океан представлен серной кислотой. И на вулканопепельной, и на лавовой планете содержится приличное количество железа и титана. Ну и меди еще, но это так, к слову. А учитывая, что основное назначение кислоты – это производство титанового сплава, для которого нужны кислота, титан и железо, то вулканопепельные миры становятся прекрасными производственными базами для титанового сплава. Об этом рассказывалось в ролике про жидкости. Из-за близости к Солнцу энергию для производства можно получать солнечными панелями. Ветряки же будут работать 80% от своей стандартной мощности. Вид третий. Ледяные планеты. Ледяные планеты находятся на окраинах систем, из-за чего океан чаще всего представлен льдом, который никак нельзя использовать на данный момент, но зато на нем спокойно можно строить объекты без необходимости устройства фундаментов. Практически всегда на этих планетах встречается огнелед. К ледяным планетам относятся пепельный криозем, тундра, ледяной криозем и алое ледяное озеро. Из особенностей отдельных видов миров можно отметить наличие небольших луж жидкой воды на ледяном криоземе и неплохой рейд ветряной энергии на тундровых планетах 130%. В остальном ледяные планеты более-менее похожи. Слабые рейты возобновляемой энергии, 40% ветра на пепельном криоземе и 70% на ледяном озере и ледяном криоземе, для Солнца приблизительно такие же в зависимости от отдаленности звезды. Но наличие огнельда позволяет использовать старый добрый ТЭС для получения энергии. Сжигаем напрямую огнелед. Также планеты ледяного типа изначально имеют большие территории для строительства заводов, на которые не надо тратить фундамент для выравнивания. Вид четвертый. Пустынные планеты. И последний вид малых планет – пустынные. На них никаких океанов нет. За миллионы лет высохло все, хотя есть углубления, очевидно являющиеся бывшим океаническим дном. Содержит много неметаллических ресурсов. Кремний обычный фрактальный, камень, кимберлит, оптические кристаллы. К пустынному типу относятся многие виды планет. Засушливая пустыня, бесплодная пустыня, кристаллическая пустыня, Гоби, штормовая планета и соленое озеро. Засушливая пустыня и штормовая планета выделяются своими огромными процентами ветряной энергии. 150 и 160% соответственно. Да и солнечной энергии на этих планетах обычно неплохо. Так что аванпост для добычи и переработки руд можно сделать очень легко на возобновляемой энергии. Ух, мои любимые ветрячки. Планета Гоби нужна в основном для сбора почвы в случае необходимости какой-то масштабной засыпки на других планетах, например, на водном мире. Хотя ресурсы на ней имеются в приличных количествах, но с энергией без внешних поставок может быть туго. Рейд ветра 80%. У соленого озера можно выделить то, что на нем очень много кремния. И все. Процессоры можно на ней делать. Удобно, практично. Кристаллическая пустыня была добавлена в игру одной из последних, на данный момент, по крайней мере. И цель ее добавления очевидна. В галактику нужно было добавить оптических кристаллов. И эта планета их содержит очень много.
Ну и органические кристаллы, кстати, тоже имеются, но в небольшом количестве. Тем не менее, свое название планета оправдывает на все 100%. А ветер на ней отрабатывает вообще на 150%, так что, опять же, можно строить небольшой аванпост на ветряках. И остался один особый вид планет – бесплодная пустыня. На этих планетах атмосферы нет. Вообще. Это значит, что ветряки не вырабатывают ничего. А еще это значит, что технология использования планетарной ионосферы не работает на этой планете. На бесплотных пустынях видны кратеры от падения метеоритов, или может быть от взрывов ядерных бомб. Ресурсов мало. Особого интереса не представляет, на то она и бесплодная пустыня. Малые планеты посмотрели все, имеющиеся на данный момент. Теперь оценим гиганты. Гигантов всего два вида – газовые и ледяные. С газовых добывается много водорода и немного дейтерия. Ледяные гиганты служат бесконечным источником огня и льда. Водород тоже добывается, но не так бодро, как с газовых гигантов. На гигантах можно строить только одно здание – орбитальный коллектор, и только по экватору. Максимально на гигант можно уместить 40 штук коллекторов. И еще важный момент. Производительность гигантов тем выше, чем дальше они от стартовой системы находятся. И остались самые крупные – звездные объекты. Среди них можно выделить группу обычных звезд, практически единственным отличием которых друг от друга является показатель светимости, и группу особых объектов. Классы обычных звезд в порядке возрастания светимости. M-класс, K-класс, G-класс. У них светимость в районе единицы, в родной системе всегда такая звезда. F-класс, A-класс, B-класс и самые яркие и желанные для постройки сферы O-класс. Их светимость в районе 2,5. На всякий случай, светимость звезд для Роя или сферы Дайсона – некий аналог рейтов ветряной и солнечной энергии для ветряков и солнечных панелей. То есть на данный коэффициент будет умножаться выход энергии от Роя или сферы. Поэтому чаще всего стараются строить сферы на самой яркой О-звезде. Также существует класс гигантских звезд. Дабы не путаться, буду называть их именно гигантскими звездами, а не гигантами. Гигантские звезды бывают красные, желтые, белые и голубые. Их особенностью является размер, что позволяет строить вокруг них сферы с большим количеством элементов. Также их светимость немного выше малых звезд соответствующего класса. Белые карлики образуются в процессе эволюции звезд, чья масса недостаточна для превращения в нейтронную звезду или черную дыру. Их светимость мала, зато на планетах вокруг белого карлика обязательно будут месторождения фрактального кремния, кимберлита и оптических кристаллов. Нейтронные звезды, или пульсары, образуются в результате гравитационного коллапса нормальных звезд с массами в несколько раз больше солнечной. Генерируется не более одного пульсара на кластер. Светимость, как у белого карлика, не радует. Но и тут на планетах вокруг нейтронной звезды припрятан сюрприз – однополярные магниты. Найти их можно только в двух системах, собственно, с пульсаром и с черной дырой. В реальности черная дыра представляет собой область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе и кванты самого света. Потому дыра и черная, невозможно увидеть отраженный или исходящий от нее свет. Но игровые условности все же позволяют нам подлететь к дыре и отлететь от нее. Как вы понимаете, исходя из сказанного выше, светимость черной дыры минимальна. Теоретически она должна была бы даже равняться нулю, свет же не вылетает. Однако существует так называемое гипотетическое излучение Хокинга. Согласно этому предположению, названному в честь Стивена Хокинга, черная дыра все же может излучать некоторые элементарные частицы. Грубо говоря, черная дыра испаряется. Да ладно, у нас здесь не лекция по астрофизике, это небольшая ремарка о том, почему у черной дыры не нулевой показатель светимости. Строить сферу вокруг дыры, конечно, не возбраняется, и кое-кто это делал. Но практического толку от этого нет. Да и зачем вам прятать такую красоту от взора? Но это уже на ваше усмотрение. Главное, на ледяных мирах вокруг дыры и пульсара, а вокруг них планеты всегда ледяные, это однополярные магниты.
Добывайте их, но не переусердствуйте. При низком Wayn's Utilization могут очень быстро закончиться. Вот мы и разобрали все присутствующие на данный момент планетарные и звездные объекты в игре. Надеюсь, эта информация поможет вам успешно построить межзвездную фабрику вашей мечты. Можете посмотреть другие мои ролики про ДСП. В них тоже может найтись полезная информация, особенно для новичков. Ну а пока подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пишите свои конструктивные предложения, указывайте на ошибки при их наличии. Да и заходите на стримы. Всем спасибо. До следующих разов.